Всем привет, меня зовут Андрей Вахтин, и сегодня мы хотим ответить на очень часто задаваемый вопрос, с чего начать строить аудиосистему, а самое главное, как на ней сэкономить. Ну, мы все прекрасно понимаем, что в последнее время у нас цены, во-первых, сильно подросли у всех, платежеспособность населения у нас достаточно сильно пострадала, поэтому этот вопрос, я думаю, будет интересен для очень большого круга наших слушателей, наших зрителей. Конечно, давать вот подобные советы достаточно сложно, потому что, понятно, что у всех разные бюджеты, разные потребности в звуке, но можно попробовать вывести такую некую усредненную формулу и некий усредненный план действий по подбору компонентов. И начну я, пожалуй, наверное, не с самого бюджетного, потому что говорить о самом бюджетном варианте аудиосистемы, на мой взгляд, не имеет вообще никакого смысла. Почему? Объясню. Потому что, допустим, если вы у вас уже, там есть автомобиль, и в нем так или иначе стоит какая-то там аудиосистема, то есть наверняка там так или иначе была сделана какая-то аудиоподготовка, стоят какие-то динамики, и вы хотите ее чуть-чуть улучшить. Простой заменой динамиков вы, в общем-то, вряд ли чего добьетесь. Причем зачастую может получиться прямо противоположный эффект. Вы купите какие-нибудь, не будем говорить там про самое дно, купите какие-нибудь среднебюджетные динамики, установив их в свой автомобиль, вы можете получить звук еще хуже, чем он был непосредственно до ваших этих экспериментов. Поэтому с чего бы лично, я бы начал с покупки процессорного усилителя. Сейчас наверняка многие скажут, вы там делаете эти процессорные усилители, продаете, поэтому за них и плюсуете. Отчасти да, чего тут греха таить, но я могу объяснить такой наш выбор, мой выбор, как хотите его называйте. Почему? Допустим, у вас есть автомобиль, в нем есть магнитола, в нем хоть какие-то уже динамики стоят. Головное устройство так или иначе выдает какой-то сигнал, динамики что-то мурлыкают. Что можно сделать с помощью установки процессорного усилителя? Неважно, наш, не наш. Во-первых, это специализированное устройство, оно имеет, как правило, сильно большую выходную мощность, чем обычная такая микросхемка, которая стоит в штатных главных устройствах. Соответственно, прирост качества будет уже достаточно такой серьезный. Но самое главное, в этих устройствах есть DSP-процессор, с помощью которого можно исправить огрехи самого салона, расположение динамиков. И даже из штатных динамиков можно вытащить зачастую вполне удобоваримый, приемлемый звук. Во-первых, на первых порах гарантированно вы получите просто максимальную возможную прибавку, нежели если вы просто замените акустическую систему, сами динамики в вашем автомобиле. Соответственно, при установке процессорного усилителя вы сможете подкорректировать тональный баланс, выстроить звуковую сцену, то, чего в автомобиле отродясь никогда не было, в автомобильных аудиосистемах, которые непосредственно выходят после завода. У вас уже это все появится. А дальше возможен апгрейд. Добавить сабвуфер, поменять основные динамики
и так далее и тому подобное. Но я бы начинал именно вот с процессорного усилителя. Шаг, который придется сразу сделать, это сделать шумовиброизоляцию автомобиля. Хотя бы передних дверей, для того, чтобы... Мы уже про это говорили, мы уже там ролики про это снимали, но я не устаю про это напоминать. То есть просто динамик, там, прибитый гвоздями в двери, как это зачастую бывает, или там приклепанный, да, его качество можно очень сильно улучшить, сделав грамотную шумовиброизоляцию дверей. Вот. Дальше процессорный усилитель. Вот. И самое главное, его настройка. Вот кому там дать это настраивать, это уже там дело пятое. Может быть, вы сами увлекаетесь или будете увлечены этим процессом. Может быть, вы отдадите на настройку там своим знакомым, которые уже там сталкивались с этим, ну, или там обратитесь в специализированную студию. Вот. Вот поверьте, вот такой подход, на мой взгляд, даст самый максимальный прирост. Именно в качестве звука. Сейчас существует достаточно большой рынок техники БУ. Вот, многие идут по этому направлению. На что здесь следует обратить внимание? Ну, во-первых, на срок эксплуатации этого устройства. Вот. Ну, наверняка, если это устройство относительно новое, и вы, в общем-то, доверяете человеку, что знаете, что этот усилитель там не был в ремонте, что в нем там этот автомобиль не затапливали, и головастики, в общем, в этом усилителе еще не успели поселиться, то можно пойти и по вот такому пути. Но есть еще целое такое ответвление, целое направление людей, которые живут в прошлом. Ну, помните, да, когда там трава была зеленее, небо было выше. Вот. Это так называемая старая школа усилителей, там старая школа акустики, и вот целый такой пласт людей, они готовы, в общем-то, покупать что-то такое вот из старой школы, то здесь следует сразу быть готовым к тому, что с высокой долей вероятности, подчеркну, наверное, с очень высокой долей вероятности, всю эту технику, электронику придется практически сразу нести на профилактику. Вот, потому что емкости высыхают, в общем-то, все параметры, которые были настроены на заводе, уже давным-давно уехали, вот, ну, в силу времени. Вот, и, повторюсь, с высокой долей вероятностью этот усилитель придется нести на профилактику в специализированные сервисные центры. Вернемся к процессорному усилителю, который я, в общем-то, рекомендую приобрести. Опять-таки в целях экономии. Значит, что мы можем получить? Во-первых, мы можем получить полностью поканальное усиление, и даже вот те динамики, которые стоят в автомобиле в заводском исполнении, из них можно выжать максимум. Такую систему я предлагаю, и думаю, что вот это сильно поможет вам для того, чтобы сэкономить. Значит, опять нарисуем, значит, машинку. Тут руль у вас, да, вот тут вы сидите. В большинстве автомобилей уже в дверях есть несколько динамиков. Ну, как правило, это ВЧ, это мидбасы в дверях, есть какие-то там задние колонки. Ну, про то, что в некоторых автомобилях уже там на заводе стоит сабвуфер, вот, мы сейчас это пока опустим, мы берем самую вот простую систему. Так вот, установив процессорный усилитель, мы сможем на каждый канал динамика
с каждого канала усилителя подключить свой динамик. Да, это у нас получается полностью поканальная система. Как правило, в штатном исполнении разделение между твиттером и мидбасом будет реализовано с помощью обычного конденсатора, который подключен к пищалке. Вот этот конденсатор надо удалить, потому что он там только мешать будет. Потому что теперь весь звук будет у вас обрабатываться с помощью DSP, вот, и усиливаться с помощью усилителя. Соответственно, все вот эти вот лишние детальки можно убрать. Так вот, полностью реализовав поканальное подключение, можно добиться очень хорошего звука даже на штатной системе. Соответственно, напоминаю, что двери нужно будет задемпфировать, то есть сделать аудио подготовку дверей. У нас недавно был автомобиль в работе в нашей студии Volkswagen Tiguan. На редкость оказались удачные штатные динамики. Вот, и за очень, в общем-то, вменяемую сумму мы сделали человеку вполне достойный звук. Ну, естественно, мы там потратили время на настройку этой системы. Вот, ну, человек, в общем-то, остался доволен. Его следующим шагом было не замена вот этих штатных компонентов, а установка дополнительно сабвуфера. Вот. Купили небольшой бюджетный активный сабвуфер, ну активный это сабвуфер, и в него уже встроенный усилитель. Вот. И получили, опять-таки, с помощью DSP, вот, ввели коррекцию и в сабвуфер, и в ИЧХ его, и ввели временную коррекцию, и получили очень, в общем-то, достойный звук за очень вменяемые деньги.